Он хочет вернуться к вам. Так, давайте сначала посмотрим, кто к нам пришел. Загадайте его. Кто к нам пришел на разговор и слезно хочет к вам вернуться. Кто же этот мужчина? Кто хочет к вам вернуться? Так, мужчина тот, который за вами следит, с которым на сегодняшний день ваши отношения обнулились. Помимо этого, скажу так, человек находится на расстоянии, человек может быть за границей, в другом городе, в другом районе. Человек, который понимает, что вы ему нужны. Помимо этого, добавлю, да, с этим человеком отношения у вас закончились. Помимо этого, здесь идет блокировка. Так, какой еще человек хочет к вам вернуться? Человек, который, скорее всего, не делал в ваш адрес ничего. Помимо этого, это ваш либо учитель, да, духовный, либо вы его учитель. Помимо этого, скорее всего, здесь не исключает того, что у вас был брак, есть брак. Человек, который любит наводить порядок только по-своему. Да, какой-то еще человек ваш из прошлого. Человек либо семейный, либо тот человек, с которым вы состояли в отношениях, в семейных, да, проживали вместе, какие-то были здесь у вас отношения в прошлом. Человек на вас на сегодняшний день, он такой вот холодный, черствый, злой, помимо этого очень продуманный тип. Не скажу, что здесь туповатый, он, знаете, как может, кстати, работать в медицине, в машинах, вот с металлом где-то. И еще параллельно очень много любит сидеть за компьютером, в телефоне шариться, вот такой вот товарищ. Это из вашего прошлого, не исключая этого, может быть, даже у кого-то есть дети, да. Так, хорошо. Наш король мечей. Так, ты хочешь вернуться в эти отношения. Зачем все-таки он хочет прям слезно вернуться в ваши отношения? Зачем? Зачем ты хочешь вернуться в отношения? Зачем? Так. Все-таки вы женщина, придавали, которая ему сил. И скажу так, что с этим человеком, скорее всего, вы давно здесь не общаетесь, да, отстраненность какая-то. Человек хочет вернуться, к сожалению, скажу так, скорее всего, здесь опять вернуться к старому сценарию. Почему-то здесь человек хочет вернуться через какую-то хитрость. Почему? Потому что на сегодняшний день женщина здесь закрыта, женщина ему не доверяет, да. Помимо этого, женщина здесь оберегает, не знаю, свой дом, свою семью от этого мужчины, да. Мужчина здесь хитрый, манипулятор такой выходит, да, который может и обворовать, и подставить, и все, что захочешь, да. Почему он к вам хочет вернуться? Потому что без вашей, понимаете, вот вы, наверное, когда были с ним рядом, да, давали дельные советы, направляли как-то его. Помимо этого, он нуждается в вашей поддержке. Почему? Потому что на сегодняшний день этому человеку как-то без вас очень тяжеловато, без вашего, знаете, как вы этому человеку придавали какую-то силу, уверенность, да. Помимо этого, вы вот как та женщина, которая могли усмирить этого человека, да, своей любовью, теплотой. Между прочим, я вам скажу, когда он был с вами, он чувствовал от вас вот эту вот какую-то вот сильную такую, да, насыщенную энергию, вот она ему придавала сил. А на сегодняшний день, я вам скажу, так как этого нет, мужчинка немножко потерялся, да. Хорошо, если ты хочешь вернуться, прям слезно там страдаешь, тяжело без этой женщины, а чего ж ты ничего не делаешь тогда? Почему ничего не делаешь? Почему он все-таки ничего не делает? Знаете, я вам скажу, почему? Ну, потому что он понимает, эти отношения, наверное, уже все потерялись, да. Почему-то здесь мужчина осознал то, что, может, между вами какой-то здесь был некрасивый разрыв, болезненный, да, вы могли здесь остаться, может быть, врагами даже. Почему он не действует? Потому что он боится отказа. Понимаете, что здесь вы его больше к себе не подпустите, и что вы пошлете куда подальше, понимаете, что какой-то вот он не получит своей цели, которая вот ему нужна. Ему нужно с вами хотя бы для начала как-то вот поговорить, примирение хочется, да. Вот как с вами помириться, вот это проблема. Еще почему же ты еще не действуешь, если ты так хочешь эту женщину? Почему ты еще не действуешь? Ну, потому что, скорее всего, этот человек, знаете как, придет вам с какой-то тайной, да. Еще на сегодняшний день, видите как, он не знает, какова реакция будет у вас. Будет опять эта легкость, не будет. Здесь как-то все для него шито-крыто. Помимо этого, я вам скажу, давайте выходите из этих иллюзий. Здесь человек незрелый. Здесь, понимаете как, даже если вы были супругой, он может сделать так, чтобы ваши отношения были тайной. Если вы были его любовницей, соответственно, будете оставаться в таком же положении. Помимо этого,
Давайте посмотрим. Вообще, и еще скажу так, почему он еще нет у него, да, такой вот уверенности в том, что произойдет, потому что он не знает вас, он не знает, как вас считать, как вы его примете. Понимаете, вы на сегодняшний день закрытая, как книга. Нет, погодите. Что ты еще хочешь? Ладно, то, что ты... хорошо, давайте так спросим. Какие ты цели преследуешь в отношении этой женщины? Для чего она тебе нужна? Для чего? Для чего? Во-первых, скажу так. Для исцеления, помимо этого, верите в это вы или нет, вы человек, наверное, здесь правильный, да, который смотрит. Вы с вашим появлением, вот когда вы находитесь в его жизни, да, его жизнь идет более какой-то на правильный путь, что ли. Здесь человек как-то себя чувствует, понимаете, как? Ну вот на коне. Помимо этого, он хочет опять снова вернуться. Вернуться, вот ему нужна снова ваша покорность здесь, да, помимо этого, вот важно здесь что одно, вот не знаю, вы, наверное, как то плечо были, как вот родственная такая душа. Я вам скажу, без вас этот человек, да, вот он хочет как-то, вот вы когда с ним рядом, он избавляется от страхов, у него какие-то, вы знаете, все равно человек от вас зависим здесь. Он, кстати, вы знаете, без вас у него какая-то жизнь, вас нет, вот какие-то болезненные, неприятные ситуации у человека возникают. Помимо этого, скажу так, то, что он очень хочет вернуться опять на свое место, когда он себя чувствовал хорошо. Помимо этого, но скажу честно, что человек в это не верит. Не верит, и он боится здесь отказа, потому что, я так понимаю, человек не привык здесь получать отказы, да. Он хочет в ваших глазах оставаться таким же победителем, интересным мужчиной, да, завоевателем, который ничего не боится, но с помощью вас. Так, хорошо. А что ты осознал за время разлуки с этой женщиной, если ты так хочешь прям к ней вернуться? Что ты осознал за время разлуки? Так, что ты осознал за время разлуки? Понимаете, что он осознал то, что вы именно та женщина, которая дает ему стабильность, энергию. Когда вы есть, у него дела идут круто причем. Помимо этого, все равно человек, да, как вот с вами, да, что он осознал, то, что вы тот человек, вот, на кого можно положиться, что вы человек, который независимый, вы можете, знаете, как и зарабатывать без него. Помимо этого, вы человек тот, который, вы знаете, эмоционально этого человека наполняете. Помимо этого, он осознал то, что вот выставляя свои рамки, да, ну, то, что сделал так, то, что вы от него закрылись. Он осознал то, что на сегодняшний день теперь, чтобы вас эмоционально раскачать, здесь ой-ой-ой нужно приложить сколько усилий. Помимо этого, человек здесь, кстати, он может выпивать, да, на сегодняшний день, хотите того или нет, да, вот высшие силы уже вас развели, он прекрасно понимает, помимо этого, вот он за вас какой-то несет здесь, не знаю, с финансами потери, вот как вы очищаетесь от него, да, а у человека происходит вот какое-то болезненное осознание здесь, причем очень эмоциональное. Человек здесь вам доказывал, понимаете, вот своим доказательством того положения, да, на котором он сегодня. Типа, что вы во всем виноваты, но не получил того, что планировал человек, да? Что ты еще осознал в отношении этой женщины, если ты так хочешь прям вернуться? Что ты осознал в отношении этой женщины? Кстати, я вам, знаете, скажу, что он осознал. Что этот союз для него был важен. Но человек здесь чересчур с вами как-то, не знаю, поступил так, настолько жестко, куда еще жестче, не знаю, да. Соответственно, вы могли с этим человеком развестись. Мог произойти здесь такой конфликт, когда на сегодняшний день, до этого говорила, да, что и этот человек без вас превратился в холодного, жесткого, такого злого, знаете, ненависти в нем. Просто человек еще, я так вижу, он вас здесь опозорил, оклеветал, но тем самым он ничего не добился. И это на сегодняшний день, знаете, превратился в такого человека инфантильный, который сам понимает, что здесь натворил он делов из-за своей глупости, из-за своего, понимаете, что эгоизма, а здесь человек эгоистичный очень, который преследовал свои только интересы. У него не получилось, понимаете как? Он с вами так жестко здесь поступал, думал, скорее всего, что вы, наверное, побежите, будете умолять, да, но и тем самым покажет то, что вот будет только так, как я сказал. Но на сегодняшний день ситуация такова, что он ничего этим не добился, что вы от него отказались. У него, кстати, знаете, какой-то интерес, может, к жизни потерялся, да. Здесь вот злость, слежка, клевета какая-то. Боже ты мой. Хорошо.
Как тебе тогда еще живется без этой женщины? Да. Как тебе без этой женщины живется? Ну, в работу ушел, в отшельничество. Как вам живется? У человека проблемы. У человека, я вам скажу, кстати, может быть, с отцом, с каким-то мужчиной, да, конфликты здесь. Помимо этого, вот человек, он как-то вот сам так себя разрушает, вот как стабильность, вот все, что было, оно ушло. Помимо этого, понимаете, проблема здесь в чем? Человек не хотел вкладываться, работать. Он уходил как-то, знаете, как от вас отстранялся, вы остались здесь. Человек рассчитывал на то, что женщина здесь же любит, она пойдет. Но между вами все, сегодня нет. Без вас как он живет? Ну, я вам скажу так. Может быть, в его окружении есть какая-то женщина, может, молодая, да? Но у них там происходят какие-то конфликты. Из-за какого-то мужчины, может быть, да? Может, свекор, отец, кто-то. Человек как будто, вот знаете, одинок. Одинок и... Получается так, и с финансами бьет, да, здесь, и с эмоциями женскими, что-то ничего не дают ему. Соответственно, после того, как ваш союз разрушился, это на нем сказалось. Человеку не хватает вас конкретно, без вас, без вашей поддержки, без вашей любви, тепла, да, без вашего понимания. Человек просто, вот знаете как, жизнь пошла под откос. Помимо этого, человек себя очень сильно здесь любил, да, думал то, что все бабы только его хотят, но жизнь оказалась, это просто были иллюзии, иллюзии разрушились. Та стабильность, которая была, разрушилась, проблемы, понимаете, конфликты. Как он еще без вас живет, ваш принц? Кстати, все, поменялись вы местами. У вашего пацана разруха по всем фронтам. Кстати, он упустил для себя, он осознает прошлое. Все, он упустил ценность. Нету больше. Все остается в прошлом. Придурок сам приложил усилия. Здесь, я вам скажу так, либо его родственники могли повлиять, либо семья какая-то, либо вы были с семьей, он ничего не делал для того, чтобы скрепить этот союз. Понимаете, что все, здесь уже по-старому ничего не будет, все рухнуло. Как он без вас живет? Жопа. Видите как? Без вас разруха, у него перемены происходят, причем очень болезненные, тем более для такого красавца. Которые, кстати, у него еще, может быть, кто-то ушел в тот путь, да? Такое тоже есть. Помимо этого, запомните одно, вы ушли из его жизни, и жизнь ушла. Понимаете? А на сегодняшний день существование. Поэтому пацан хочет к вам вернуться. Потому что без вас, понимаете как? Хорошо, первое время там я видела то, что пацан наслаждался жизнью, гулял, там девочки, все хорошо, да, было. Но когда прошел период времени, пацан столкнулся здесь с реальностью, хочет он того или нет, понимаете, такой, как вы, больше не будет. Все, у пацана жизнь рушится. Видите как, финансы почему-то застряли, ничего не идет. Не идет. Глобальные перемены. Кстати, кто-то, может, уехал на фронт. Да, такое тоже есть. Понимаете, ситуация здесь такова выходит. Даже семья не смогла отмазать. Вот какие-то здесь, причем реальные трудности. Кстати, он еще потерял какую-то сумму денег. Такое тоже есть. И еще, что те деньги, которые он раньше, может, зарабатывал, спонсировал, у него хорошие потери идут. Причем, как и в семье, если пацан женат был, в семье там у него. Если пацан променял вас на другую женщину в семье, и там, понимаете? Вот он дебил без вас, подставляя вас в позицию жертвы. На сегодняшний день, понимаете, жизнь она такова. Не рой другому яму, сам туда попадешь, попал. Клеветал вас, вы теперь чистые стали, да? Сам в дураках остался. Вот понимаете, вот зачем рушить жизнь человеку, когда вот ты дебил, да, потом сам разрушаешься, а потом ты хочешь после этого дерьма вернуться к человеку, нуждается в нем. Почему? Потому что вас нет, жизни нет. И это не сказки. Этого я вам не рассказываю там, знаете, от головы, из головы придумала, и тут вам, чтобы вы на меня подписались или тому подобное. Нет, выходит здесь. Вам пора уже мудреть, понимаете? А этот дебил, только когда жопа начинает гореть, он о вас вспоминает. И это правда. Если вы там знаете, да, его, спросите, что творится у него в жизни. В жизни крах какие-то идут. Понимаете, здесь такие перемены, упаси Господь. Но через эти перемены вы уже прошли. Это было, когда пацан вам такие качели устроил. А на сегодняшний день у пацана качели. Поэтому, что хотел, то и заслужил. Вы ценная женщина для него. Понимаете? Но он только осознал тогда, когда вас полностью здесь потерял. Поэтому, кто хочет его возвращения, возвращайте, пожалуйста. Проблем нет. Кто хочет оставить в прошлом, оставляйте. Выбор всегда за вами.
Только одно запомните: если он был мудаком, он мудаком и сдохнет. Если был человеком, он останется человеком.